Ильхам Алиев был на различных форумах, было много политических заявлений, но мы с тобой про энергетику, поэтому давай, наверное, начнем с новости, которая появилась на полях Международного инвестиционного форума в Азербайджане. И новость о том, что Сакар покупает, ну, я так понимаю, акциями, да, нефтяную компанию Италия Петролиум, как-то так она звучит. С чем это связано? И, на твой взгляд, это какая-то диверсификация очередная ресурсов Сакара, или это, скажем так, диверсификация поставок нефти на западноевропейские рынки? Ну, давайте, действительно, 22-23 сентября прошел первый Азербайджанский международный инвестиционный форум, под патронажем президента проводится, и прямо там было, во время самого форума, было принято решение, что он будет ежегодным. Основной девиз, лозунг, я не знаю, как правильно назвать, укрепление связности по всем транзитным коридорам, которые через Азербайджан проходят и могут пройти, имеется в виду и срединный коридор, так называемый, с востока на запад, с запада на восток и север-юг. Много инвестиционных планов заявлено, что общая сумма заключенных сделок превышает 10 миллиардов долларов. А то, что касается транспорта и энергетики, промышленности, наверное, вот так, подписано создание зеленого индустриального парка с Китаем. Это производство комплектующих для солнечных ветряных электростанций. Для Азербайджана это шаг вперед. Если говорить о том, где расположен Южный Кавказ, я надеюсь, понятно, что с инсоляцией там лучше, чем в России. Тем более, что есть планы поставок так называемой зеленой энергии в Европу по кабелю по дну самого спокойного сейчас на планете Черного моря. Абсолютно такая благолепие. Ну и там же было официально объявлено о покупке 100% акций Италия Петролиум. Такая компания семейная, одна из немногих, которая еще оставалась именно семейный бизнес. Это не финал сделки, одобрение должно быть получено от правительства Италии. Там будет целый комплект требований, на которые Сакар должен будет согласиться, чтобы получить разрешение на это приобретение. Это, понятно, все, что связано по снабжению, то есть внутренний рынок Италии должен быть обеспечен нефтепродуктами. Все, что связано с экологией и с необходимостью модернизации заводов, с тем, чтобы заводы соответствовали всем современным требованиям. Заводов нефтеперерабатывающих там 2. Общий объем мощности по сырью до 10 миллионов тонн нефти в год, то есть более чем серьезно. Но и еще более серьезно это 4500 заправок по всей Южной Европе с брендом Italian Petroleum. То есть для Азербайджана, для State Oil Company of Azerbaijan Republic это переход в режим вертикально интегрированной нефтяной компании, то есть от устья скважины до бака автомобиля вся сквозная цепочка в одних руках. Это максимальная защищенность от всего, что может быть. Может меняться цена на саму нефть в соответствии с биржевыми котировками, но перестраховка за счет того, что можно работать, собственно, с розницей, уравновешивает все риски. Для Сакар это абсолютно последовательное движение. Напомню, что несколько лет ранее был куплен завод «Стар» в Турции. При этом инвестиции со стороны Сакар в его модернизацию до современных экологических требований таковы, что на ближайшие, наверное, лет 10 можно считать, что это просто собственность Сакар. Что инвестиции надо возвращать, и достаточно долгий срок. Как здесь? Ну, эксперты оценивают, что до конца года у нас сделка будет финализирована. Я надеюсь, что какие-то новости по этому поводу мы услышим. Размышления, можно ли блендировать нефть за счет поставок российской нефти, это не Турция, поэтому однозначно нет. Италия — это у нас, как известно, Европейский Союз, который сам себе запретил пользоваться
использовать нефть марки «Юрос». Ну, а для Азербайджана мы можем только поздравить, вполне такой осмысленный шаг вперед. Что если сравнивать с поставками природного газа, ну вот пока Азербайджан на территории Европы газовые электростанции не строит. А сеть заправок в масштабах Европы, в принципе, достаточно заметная. Это один момент. И второй момент, конечно, логистика. Все это в пределах Южной Европы. Если поставки вести через порт Джейхан, то Италия там уже совсем близко, то есть здесь еще и транспортное плечо выгодное. Вот так. На том же форуме президент Азербайджана в очередной раз прокомментировал планы Европы по диверсификации поставок природного газа. Ничего нового не сказал, потому что европейские политики, европейские экономические игроки так, собственно говоря, на вопросы господина Алиева и не ответили. Магистральный газопровод ТАП-ТАНАП, напоминаю, совершенно невероятный маршрут. Морская добыча в акватории Каспийского моря, подводная транспортировка на берег, через Кавказский хребет, сквозь Кавказский хребет в Грузию, Черное море, сквозь всю Турцию до территории Греции, из Греции в Албанию, еще одно море и в Италию. То есть невероятно. Вот это все было инвестировано в Сакар. И, разумеется, Азербайджан как государство, Сакар как компания для наращивания объемов поставок в Европу еще раз идти на такие инвестиции не собирается в одиночку. И еще с год назад президент Азербайджана сказал, что нужны либо долгосрочные контракты, чтобы мы понимали, как инвестиции возвращаются. Оптимальный вариант совместной инвестиции, чтобы мы понимали, что так называемая зеленая сделка Евросоюза, напомню, в 2020 году Еврокомиссия провозгласила, что к 2050 году Евросоюзу вообще не потребуются ископаемые энергетические ресурсы, все будет только солнце, только ветер, только радость впереди. Так казалось в 2020 году. Ответа Азербайджан так и не получил. По-прежнему из Европы мечты о том, что кто-то вложится, построит им все трубопроводы, а окупятся они или не окупятся, да, в Европе кому какое дело. Ну, а вот с нефтью, вот, на мой взгляд, достаточно серьезный успех. У меня только одно уточнение. Сможет ли Азербайджан нарастить добычу до таких объемов, да? То есть, если ты говоришь, что порядка 10 миллионов тонн нефти пойдет на переработку на эти два завода, насколько Азербайджан сможет нарастить? Во-первых, это не будет в чистом виде Азерилайт. Разумеется, потребуется блендирование более тяжелыми сортами, сернистыми сортами, потому что, разумеется, Италия думает не только о светлых нефтепродуктах, о бензинах и о дизеле, но, разумеется, и о мазуте, и о гудроне, и об асфальтах, как в любой другой стране. Дороги надо ремонтировать. На мазуте многое по-прежнему что движется. Далеко не все морские суда переведены на новые виды топлива. Так что где-то будет какая-то договоренность о том, что более тяжелые сорта нефти пойдут. К примеру, с Турции. На всякий случай напомню, что наконец удалось решить вопрос в Ираке. Практически автономная область Курдистан, откуда шла нефть в Турцию. В прошлом марте поставки были прекращены, потому что пошли трения между руководством иракского Курдистана и Багдадом. Вот сейчас они все выяснили, и на этой неделе поставки восстановились. Так что, опять же, не выходя из акватории Черного Средиземного моря, появляется шанс решить все необходимые производственные вопросы. Ну, посмотрим тогда. Будем наблюдать. Как будет развиваться утверждение этого контракта. И тогда... Пока ждем решения итальянского правительства. Не окажутся ли требования такими, что Сакар удивится и скажет всем спасибо, всем всего доброго. Потому что на грани подобного ответа сейчас находится Катар. Он наращивает мощности по производству СПГ. В Европе начинают раздаваться голоса о том, что при добыче природного газа надо следить за выбросами метана, за соблюдением прав человека, и бог его знает, чего еще. Катар просто на всякий случай предупредил, что если мы вот все это будем слышать, там, права каких-нибудь сообществ и прочего в любое другое место СПГ отвезем, вот это мы выслушивать не будем.
То, что Европа так мощь имеет на всевозможные выдумки, ну, небезызвестно. Будем надеяться, что без сюрпризов. Давай перенесемся в Центральную Азию. 1 октября было заседание Государственной комиссии по атомной энергетике Казахстана, и после которой состоялся брифинг руководителя агентства по атомной энергетике Алмасада Саткалиева, на котором он сделал ряд заявлений, которые сразу пошли в СМИ, в том числе и были у нас на «Спутнике». Ну и не забываем о том, что господин Саткалиев принимал активное участие в международном атомном форуме, который прошел в России. Вот, на твой взгляд, насколько бы эти два события были взаимосвязаны между собой? Ну, что касается освещения вот этого брифинга, у меня такое впечатление, что выхватывали слова, прям не записывая на листочек, сразу в эфир. Что там можно было запутаться, сколько же атомных электростанций собирается строить Казахстан. Их там то две, то три, где то конкретно, в какой области, в каком городе? Я не поленился, спутник Казахстана нормально, чуть погодя, не сразу во время брифинга, позволил себе пару часов подождать и спокойно все изложил. Есть решение, разумеется, предварительное по строительству второй атомной электростанции там же, в Алма-Атинской области, но в соседнем, так скажем, районе, Жамбылский район. Жамбылский район. Связано это с тем, что энергодефицитные регионы Казахстана – это юг, и даже одной атомной электростанции в Улькене будет маловато. Ну, собственно говоря, господин Саткалиев, когда был министром энергетики, неоднократно об этом говорил, что, джентльмены, у нас сейчас дефицит мощности 2,5 гигаватта. Атомная электростанция в Улькене – это 2 блока ВВР-1200, 2400. Можем считать, что мы ее уже внутри уже съели, уже интегрировано. Соответственно, спрос продолжает расти, значит, нужно думать дальше. На том же брифинге он достаточно аккуратно, на мой взгляд, сказал, что да, предпочтительнее было бы работать с CNNC, China Nuclear National Corporation, но окончательного решения нет, что тоже понятно, процедуру тендера надо проводить. Чего я ждал, что, может быть, появится официальное решение по составу того самого международного консорциума. Я напомню, что именно так звучало решение тендерной комиссии. Строительство атомной электростанции будет вести международный консорциум с лидером в лице Росатома. Было 4 участника. Кто из них в этот консорциум войдет, каково решение тендерной комиссии, пока и не услышали. Видимо, будет чуть позже. Что касается участия в деловой части международной атомной недели, ну, наверное, правильно все-таки всемирная. Первое слово там world было, да, значит, всемирное. Известно, что была встреча господина Саткалиева с Лихачевым, очень такой лаконичный пресс-релиз Росатома. Были проведены переговоры по договорно-правовой базе строительства атомной электростанции номер 1. Я так понимаю, что идет подготовка к подписанию обязывающего контракта. На брифинге господин Саткалиев сообщил о том, что предварительная стоимость 2 блоков, соответствующего городка энергетиков и так далее, 14 миллиардов долларов, и Казахстан рассчитывает на межправительственный кредит от 80 до 90% со стороны России. С остальным справятся сами. Но это сообщение главы комиссии по атомной энергетике, агентства по атомной энергетике. Комментариев со стороны Росатома мы не слышим, комментариев со стороны кого-то из правительства России мы тоже не слышим, мы услышали мнение страны заказчика. Когда и как закончатся переговоры, дело неспешное. Напомню, что да, в торжественной обстановке на площадку вышли для того, чтобы ее обследовать. И здесь тоже может быть по-разному, потому что, ну, если брать такой средний срок, который братья-геологи берут на то, чтобы все обследовать, доложить конструкторам энергоблоков, в каких условиях вам предстоит размещать все оборудование, уходит порядка 20 месяцев.
20-22. В случае Казахстана может быть все иначе, потому что в свое время планировалось строительство крупной теплоэлектростанции, то есть какие-то исследования уже были проведены, и поэтому осторожное мнение, что, может быть, до конца года текущего все удастся решить. То есть, возможно, посмотрят на старые пробы, сравнят с новыми. Но это, разумеется, зависит и не от Росатома, и не от господина Саткалиева с агентством по атомной энергетике. Там возникает могучая тень государственного регулятора, который имеет право решающего голоса. Либо будет лицензия на начало строительства, либо не будет. Так что ждем. Что еще касается представителей Казахстана на Всемирной ядерной неделе, был научный ядерный центр. Участвовал тоже в деловой программе. Вроде бы как были переговоры с институтом Курчатова. Пока более подробной информации мы не видели. Ну вот как-то так, если приблизительно. Было участие казахстанской страны в молодежном дне Всемирной ядерной недели. Причины тоже понятны. При таком объеме строительства, которое Казахстану необходимо, разумеется, возникает вопрос, успеют ли подготовить специалистов. Филиал МИФИ в Казахстане открыт. Процесс начался, должны все успеть, на мой взгляд. Но участие во встречах в Москве говорит о том, что настрой серьезный, готовить специалистов надо. Теперь, что касается количества атомных электростанций. Вот по второй определились. Третье, там, где остановлена работа реактора БН-350, вот, вероятнее всего, это та самая площадка, поскольку она хорошо изучена. А уж какой мощности будет ли это атомная станция малой мощности, будет ли это атомная станция средней мощности, еще и вот такие есть. Напомню, что МАГАТЭ считает атомными станциями малой мощности площадки до 300 мегаватт. От 300 до 750 средняя. Дальше у нас идут уже крупные атомные электростанции. Вот будем смотреть, какой будет выбор. Будет ли это выбор в пользу китайской корпорации или как-то еще. В очередной раз напомню, что стаж совместной деятельности Росатома и ведущей государственной корпорации по атомной энергетике, нет, неправильно. Вот чем отличается CNNC. Она просто атомная компания, два других игрока атомной энергетической компании. Здесь тонкий нюанс, кто не забыл о том, что у урана два лица. Одно очень мирное, а на второе лучше не смотреть. То есть CNNC — это такой ближайший аналог Росатома. В свое время называлось совершенно замечательное название. У нас было Министерство среднего машиностроения, а там было Третье Министерство промышленности. Вот. Третье, среднее. Работает Росатом и CNNC совместно с 1997 года, когда был подписан обязывающий договор на строительство первых двух блоков атомной электростанции Тяньвань. Стаж более чем солидный. Построено еще два блока на Тяньваньской атомной электростанции. Сейчас совместно с CNNC строится еще 4. Так что команда сыгранная. Если Казахстан будет настаивать на том, чтобы лидер консорциума по строительству первой атомной электростанции Росатом, в состав консорциума входит CNNC, а по второй ровно то же самое наоборот, может быть, это получится такой толстый намек, что господа китайские и российские атомщики, давайте вы будете не конкурировать, а работать вместе, результат получится лучше. На всякий случай напоминаю, что на день сегодняшний на долю китайских корпораций Росатома из общего количества строящихся атомных электростанций на планете Земля 83% это вот два игрока. А самые передовые страны, как нам не забывают напоминать, конечно же, европейские и Соединенные Штаты. На них приходится 17%, правда, на США 0. Ну ничего. А если вычесть долю Южной Кореи, тогда получим те самые два блока в составе Хинкли Пойнт,
атомной электростанции на территории Британии, которую строит компания EDF французская. Ну, собственно говоря, пока так. Все остальное на уровне согласования документов.